Ну, я работала, я вчера писала, я посмотрим, насколько это помогло, Виктория, Мгм. посмотрим. Но я чувствовала там что-то вот, что-то такое вот с молчанием, что-то с молчанием было, да, очень много вот этих контрактов. Молчание– это согласие с насильником, с агрессором. Да, И да, да, это составляющая часть, обязательная составляющая часть всех вот этих рабских программ. да-да-да, мне еще пришло, что когда других мучают передо мной, Мгм. очень много таких моментов выплыло, когда я молчала, когда я должна была говорить об этом, кричать. Ты понимаешь, это не только насчет меня, получается, как будто не закрыли рот, чтобы я молчала, когда я видела, когда с другими делают несправедливость. Вот в чем дело. Понимаешь? Это ж тоже моя вина. Получается, тот, кто пассивно смотрит, это же не просто он, получается, тоже как соучастник. Конечно, Получается, негативный соучастник. Вот и все. это Так что коллективная не просто так это. ответственность. Да, да, поэтому тут я говорю, я тоже, как говорится, напортачила, я поэтому признаюсь в этом. Сознаю, отказываюсь, я активно участвую в моей Замечательно. жизни, я не хочу вот этого всего, я их всех посылаю на аннигиляцию. Татьяна, что-нибудь изменилось за эти дни? Дело в том, что я была опять у врачей, они мне говорят, ничего найти не могут, но я опять плохо себя чувствую. Но ты понимаешь, тут какая-то мистика, тут прям вот мистика. Ну, Они то мне же уже говорят, что самое. мне к неврологу нужно. То есть, ну Это вот, не на вот физическом уровне. да, ну, короче, вот что-то с ртом. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Хорошо. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Татьяны. Татьяна. 1, 2, 3. Слышу селок, вижу, что ей вот так накинули, как черная петля из сектора магии. Вот так идет, ну как бы не дошла до шеи, а застряла эта петля на голове. В секторе магии какой-то человек в черном плаще с капюшоном и такой вытянутый угол на, на капюшоне. Угу. Считывается почему-то рассказчик. Угу. Так, хорошо. Отодвинь, Виктория, эти все Да, сейчас я вещи. смотрю на Татьяну, Угу. и у нее как такой провал в сердечной чакре, а висок так просто бьет вот эта петля черная, такой как пульс, импульс. Угу. Что-то пытается ей там вложить, рассказать. Считывается, я смотрю, слышу черный переписчик летописей. Угу. Понятно. Хорошо, Виктория. Давай считаем эфирное ДНК Татьяны. Она ли это? Да, это она, и я вижу, как у нее в правом глазу идут такие, как бурление, бурлит там все. Угу. Энергии черные и такие, как ртуть. Вот это все и очень живо, все как-то очень сопротивляется. То есть кто-то насильничает очень сильно. Ну вот в Угу. сектор магии оно все тянется. А с Угу. сердечной чакры вот так в сектор интерферента. Угу. Так, я спрашиваю, Считай. дает Да, ли она считай. Угу. разрешение. Спроси у нее. Ага, она вот так показывает вот руки мне, и у нее такие светящиеся руки, и связаны вот так, где, ну, на запястье вместе две руки. Угу. И показывает, оборачивается, показывает спину, а на спине а, как часть такого же плаща черного с капюшоном, с такими черными крыльями. И тянется в сектор магии, а в секторе магии кто-то сидит и так пишет, пишет, быстро, быстро пишет. Угу. Считывается рассказчик. Угу. Так, спроси Татьяну разрешение потрудиться с ней для нее. Я вижу, как она вылетела с этих программ, прямо как ангел. А эта вся конструкция осталась. Она подлетела выше. Угу.
Говорит, вот так подлетела, и вот так говорит, от нее так идут такие, как шары вылетают, такие прозрачные во все стороны. И говорит, благословляю на труды. Так интересно. Даже с благословением. Мгм. Хорошо. Так, хорошо. Я этому переписчику в секторе магии приказываю проявиться. Ну, я все-таки ее спрашиваю, дает ли ее подсознание Мгм. разрешение, потому что считывается какая-то вот уход Считаю. от ответа прямого, чтобы Ага. перебросить карму. Мгм. Спроси напрямую у Татьяны, можно ли с ней потрудиться, с ней и для нее. Да, можно. Мгм. Так, теперь я приказываю рассказчику в секторе магии проявиться. Он встает, у него в руке меч. Он так его раз и смотрит на острие меча, в плаще. Мгм. Перед ним такой, как стол, но почему-то очень низкий. Он встал, как будто он сидел в позе лотоса. Ага. Так, кто это такой? Я приказываю ему назваться. Он говорит, что он писарь летописей, Мгм. древних лет. Также считывается пересказчик, фиксирует события. М. Виктория, считай, кто он такой в нашем воплощении. Вижу, что появляется такой, как туннель, с такими булечками. Так, оно тянется вот как в этих булечках, это рождение ребенка. Считывается телепат. Так, не приходит имя, да, Виктория? Так прикажи Кто ему он? назваться. Идут такие При- помехи, вот такие, как Мгм. черный квадратик, и такие помехи, как будто телевизор. Сейчас я считаю, сейчас Ой, я почищу пространство. да, почистим пространство от всех иллюзий, от блоков на скрытие информации. Уберем все защиты на снятие магии и колдовства. На счет 3 все это произойдет. 1, 2, 3. Вижу, что он так рот закрывает Татьяне. Рука такая длинная тянется, как лепесток к рту. Мгм. А Татьяна в этот момент стоит на коленях, руки связаны и очень сильно так подняты вверх, в сектор интерферентов. А он пишет и вот так как-то передает. Приказываю писарю этому проявиться в воплощении нашего времени. Я имя слышу, но пока не вижу лица. Я ему передаю, что по конам Вселенной он нарушил пространство и суверенитет Татьяны, и Мгм. он обязан сейчас, я приказываю отвечать, кто он такой. А он так выходит и говорит, ну, Тарас я, Тарас. Так. Так, теперь хорошо. Он говорит, что он мстит за сына. Он говорит, что она предала его мафии. Ну, это не он в этом воплощении, а вот там, в том воплощении, когда это было. Вот. И проявляется, вижу, лицо Николая II, а потом ниже идет такое, как, как облако, такое свечение с рукой поднятой, какой-то волхв. Волхв. Мгм. А ниже вот эта черная энергия с крыльями, черная миссия. И Мгм. я вижу, что эта черная миссия как раз связывает Тараса и Татьяну вместе. У Татьяны такие же сзади крылья. И Мгм. такой же вот этот кусочек вижу, ну как бы этого плаща. Но он не полностью одет на нее. Здесь она светится вся, а вот так только вот как, знаешь, как хвост такой, как позвоночник, вот так этот плащ с этими крыльями. Мгм.
и тянется вот так в сектор миссии, к высшему Я. Так, И давай от Тараса посмотрим. тоже тянется, и тоже вот оно сходится в одном узле. И там, вот как эта петля, и там Мгм. такой узел, как морской. То есть это петля и такой узел толстый. И я вижу, как в секторе миссии они договариваются. Так, давай А, послушаем, о чем они договариваются. Они говорят, что они будут молчать. Они будут молчать, чтобы Мгм. разрушить. И я вижу, как такой какой-то город, такие блоки огромные, квадратные такие, кубические, разрушаются. То есть как Так. пирамида это такая вот. И один камень только там есть. А все четко его вижу, как песчаник такой. Огромный Мгм. камень. Он сбоку находится, вот так по нашей карте это где-то как правая нога с этой стороны, краеугольный камень. А все остальное, вот эта пирамида, оно такое, как просто надстройка считывается, имеет такой дымчатый силуэт. Мгм. Так, а что это за пирамида? Как она считывается, Виктория? Считывается пирамида власти агрессора. На вершине этой пирамиды какая-то такая морда странная, только одно лицо, морда такая. То есть Мгм. ни глаз не видно, ничего, как будто бы животное какого-то коричневого цвета, как обезьяна или что-то вот такое вроде этого, и с такими зубами держит вот эту вершину пирамиды. Мгм. Так, чья это морда? Хозяину этой морды я приказываю проявиться. Кто хозяин? Сейчас проявился Люцифер, который сел на вершину. Ну, эта пирамида огромная, а он такой Мгм. маленький-маленький. Сел сверху, и у него в правой руке огромный жезл, а я слышу посох. Посох это типа которым там овец загоняют. Мгм. Вот такой посох, и просто огромный, а он маленький сидит, как этот помет. Ясно. Только это слово нужно потом так сократить, чтобы это слово нельзя в "Ютубе" говорить. Хорошо, Виктория. Читай информацию. Вот этот посох. Кто истинный хозяин этого посоха? Вот этот черный посох, он как бы вырастает из такого черного пространства, которое внизу, и там как будто из болота такой поднимаются звуки, Угу. которые вот не могут, как из этих булек, выйти. Как поднимается болото, такие пу, Угу. так оно вот Хорошо. трясина. Ам, Считывается люциферианский разум, Ясно. катастрофизм, то Угу. есть разрушение, Хорошо. утилизация. Угу. Хорошо, Виктория, отсоединись от этого Да, Люцифера, от этой пирамиды, от этой злобной морды. да. Вернись к контракту между Я вижу. Тарасом. Угу. Они находятся, вижу, возле одного стола в секторе миссии и подписывают общий контракт. Угу. Считывается контракт на миссионерство. И в этот момент я вижу, как Тарас в том воплощении посещает Татьяну. Он ей положил такой длинный меч черный на плечо. Угу. Считывается общий залог. Так, а что это за общий залог? Сейчас я посмотрю. Угу. Считывается люциферианский оброк.
В этот момент, когда он посвящал Татьяну, я вижу, как отдают такую энергию, как подношение вот этому, который сидит на этой пирамиде, Мгм. Баф-Амету. Так, что? Ага. Так, что они поднесли этому мету? Оно считывается как общее, там как ребенок такой. Сейчас я посмотрю, Так. что это. Что-то как бы родилось. Мгм. Основа. Основа. Считывается люциферианского разума. И в этот момент я вижу, сейчас мне идет, что это было как у основания, рождения этого культа. И от Люцифера, вот снизу, с сектора интерферентов, поднимается такая черная роза. Считывается символ смерти души. Черная роза – это как роза, как совершенство и гармония совершенного мира, жизни, обреченного на смерть. Как будто бы так запечатлено, и слышу оброк. То есть это то, что они получили взамен. Мне сейчас вот идет. Мне сейчас вот идет, что они всегда пытаются завязать в одном союзе много людей для того, чтобы было невозможно расторгнуть этот контракт. Так, Виктория, а как-то я связан с этим контрактом? Читай информацию. Нет. Угу. Хорошо. Так, давай дальше посмотрим этот контракт. На что они пошли? Смысл? От этого писаря идет запечатлеть событие. И идет вот так в перевернутом виде. И вижу такая летопись, какая-то листок я увидела. Сверху вот такие узоры какие-то, как плетение. Там все что-то зарисовано вот так. И вот эта летопись вот так раз и переворачивается. Так. Рассчитывается на благо мафии. А что обозначает вот этот переворот? Фальшь. Фальсификация? Фальсификация под интересы вот этого клана. И Так, я вижу, интересно, как в секторе миссии проявилась вот так Татьяна. Она как ангел или богиня, вся светится с крыльями, и у нее такой вот на лице как листик черный. И вот этот глаз черный. Считывается, что смотрела, слушала и молчала. То есть она согласилась на вот какое-то искажение какой-то вот этой истории. Так, Виктория, а что это за событие искажения? Что происходило на физическом плане, когда это искажалась история? Самый ключевой момент. Давай посмотрим. В чем пространстве? В пространстве Татьяны. Когда она вот молчала, а происходила эта фальсификация, я так понимаю. Я вижу, что это связано вот снова идет, как этот тоже считывается как чернец, писарь, чернец сейчас слышу. То есть как служитель церкви, что ли,
положил ей этот черный меч. Считывается рождение культа. Так, а вот положил этот меч. Что происходило в этот момент на физическом плане? Посвящение. Она стоит, вот правая нога у нее как бы, согнута. Так. И она вот так склонила голову, у нее на голове такая корона большая. И он положил ей на плечо, на правое плечо, положил ей эту меч, который вот считывается как одновременно вот этот посох этого Люцифера. Угу. Так, понятно, что это вот посвящение. Давай вернемся к контракту между Тарасом и Татьяной. Так, сейчас нужно рассмотреть, кто по какую сторону стоит в этом контракте, кто с кем заключал контракт. Угу. Хорошо, давай, Виктория, считай информацию, кто с какой стороны относится. Татьяна говорит, я здесь, вернусь, и показывает на сектор Первотворца. А Тарас со стороны магии Так. говорит, я ее уязвил, я ее предал, от него вот это идут, он это признает. И слышу обет Так. молчания. Я сейчас переведу, как это. Я согласил ее на обет молчания. Вот так как-то звучит. Угу. Согласил, то есть вынудил согласиться. Подчинил. Он говорит, я ее отторг от света, предложил совместный проект для укрепления власти. Земной Чьей власти? типа ее. Так. Анна Ярославна, да. Так, давай посмотрим какие-то скрытый смысл этого контракта. Я вижу отдать дань, и это как подношение, добровольное соглашение. И вот эта энергия, как будто такой эмбрион, ребенок, который вот как в этой считывается матрице. Как же она? Слово. Так. Подскажи, вот это детки рождаются в такой оболочка, вот эта оболочечка плацента, такая, да. да. Угу. И вижу, Да, как там плацента. этот огромный такой ребенок, как обезьянка или как что-то. Почему обезьянка? Как такой крокодильчик. И, развивается вот согнутый, и так растет, быстро растет. Считывается как зарождение матрицы. Зарождение матрицы искаженного сознания. Зарождение люциферианского сознания в нашем пространстве. И я вижу, что оно вот так образовалось. И вот эта плацента с этим ребеночком вот так вытягивается и обволакивает такой светящийся шар. А этот светящийся шар считывается как чистый разум сознания. А чей это чистый разум? Татьяна говорит, моей божественной сущности. И вот это так на себя показывает. И сразу вижу вот это высшее я. То же самое. Говорит, моей божественной сущности. Так, спросила Татьяна, ради чего она пошла на этот контракт? Какой ее скрытый смысл?
Она показывает, как она вот этого ребенка вот так буквально с этого выдирает и несет его такой большой ребенок, вот так как годовалый выглядит так, но ростом с такого 10-летнего ребенка. И он такой безмолвный, как молчит, ничего не говорит. И она его вот так вот понесла в сектор будущего, и вот так где-то на полпути посадила, как на ступеньку. И у него вот черный плащ, и вот эти крылья, вот это все сзади черное. И сидит он на черном стуле. Мгм. И слышу, чтобы родиться заново. Я сейчас еще... Посмотри. Так, я ее спрашиваю, какой смысл? Она говорит, чтобы родить заново, смыслы, значение смыслов, говорит обрести душевный опыт, поддавания телесным предательствам. То есть Так. можно сказать, что она пошла на предательство себя самой, своего сознания чистого ради опыта. Так. А зачем ей этот опыт? Спроси у нее. Я вижу, как она бежит, ее какая-то часть божественная бежит от нее вот так вверх, как олимпийские бегуны несут С это огнем. с Мгм. огнем. И она в сектор вот так как бежит, а ее кто-то как догоняет вот снизу от сектора интерферента. То в божественном секторе она вот это принесла, вот этот шар такой светящийся, и села и быстро пишет, 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 пишет. Говорит, записывает новую историю с То есть обретенным без опытом. фальсификации? Ага, Да, то есть с этим понятно. опытом взаимодействия, с этим антимиром. Да, хорошо, Виктория. Так, а какая была цель получения этого опыта? Какой Я вижу, смысл? что вот точно так же, как она бежала, вот со всех сторон бегут другие. Мгм. И они прибежали и принесли каждый свое. Вот такое светящийся такой шар сознания чистое, обретенное, с обретенным опытом и очищено. Оно отшлифовано уже. И Мгм. образовался такой круг, Так, как венец. И с одной стороны этот венок черный. Вот там она показывает, что это ее м, сознание, показывает это на сердечную чакру, на голову, на эту связь с Тарасом. И оно вот это там черное. так, это венки, вот эта черная часть, да? Да. А, Так, и что, надо очистить, по идее, да? Отделить? Что М. потом с этим хочет сделать Татьяна? Так, она А, берет что-то, как камень какой-то, и бросает вот так на Тараса, туда, в сектор магии. мгм. И Так, говорит ладно. отклеиться, отсоединиться. Мгм. Идет отсоединиться от презрения, презрительных мук. Так, а это муки, это последствия вот этого подписания контракта? Да, да, и снова я вижу, как она наклонилась над подписанием контракта. И этот контракт подписан во время вот этого посвящения. Сейчас я посмотрю, что происходило в эфирном плане. Мгм. Посмотри, Виктория, что происходило в эфирном плане. Так, вижу, она склоняет голову, ей этот писарь меч положил. Слышу забвение.
обет молчания, и она попадает в нижнее пространство, вот так сразу, шух. Он ее вот так из сектора магии как увлек за собой. Такая волна пошла, и у Мгм. нее, вижу, связаны руки. Так. И она ложит свой правый глаз, чтобы не видеть. Мгм. Ясно. И в эфирном плане я вижу, светятся вот эти два зуба, как у кролика большие, да? Мгм. Передние, Передние верхние. зубы. И я вижу, как она вместе с этим глазом вот это все их вырывает. Просто Мгм. берет вот так и положила. И там же сразу с этими зубами вот так глаз, зубы, как будто на платочке на таком. И такой язык. А от языка потянулась подключка вот в сектор магии. Мгм. Кто в секторе магии, приказываю проявиться. Вот этот писарь. И Мгм. между ними вот так завязана петля. Так, а кто со стороны его был тогда? Так, на физике это писарь, это понятно. Давай посмотрим, что со стороны этого писаря было на эфирном плане. Приказываю А, проявиться всем интерферентам. Появляется вот там где-то глубоко и далеко вершина этой пирамиды. Она такая Мгм. хилая, так как желе вот так колышется, и Мгм. на этой вершине сидит вот этот маленький Бафомет. Ну, я специально так говорю. Правильно. А, Хорошо. Крылья появляются, это матрица антимира, вот это, как муха, это Мгм. ам, искусственный разум, который привязан к плоти. Вот почему нужно работать с телом, чтобы Мгм. избавиться от этих привязок через генетические программы в физическом теле, которые передаются из поколения в поколение. Мгм. Так, кто-то еще из интерферентов Там проявился? я слышу разрушитель разума, Мгм. какой-то сегмент появляется в этой конструкции. Разрушитель разума. И вижу, что это такой, как спираль, как такая спираль, которая поломалась. Она вот так как-то пружинит и Мгм. тянется вот ниже. Сейчас я. И тянется прямо в голову этого Люцифера. То есть получается, что вся вот эта конструкция, которая проникла в наше физическое пространство и заканчивается физическим действием, то есть на физике это вот Татьяна принимает вот это посвящение, Посвящение, да? да, вот эти все вот там Мгм. стоят, потом и тут межпространственные связи, то есть связи через физическое тело к этим, то есть К этому эфирное тело, разуму, да, к этим конструкция вот этой, да? конструкциям в более, ну, в духовном плане, в других измерениях. Мгм. Вот. Так, и что, вот эта подключка, что происходит с физическим, как она воздействует на тело, например, Татьяны? Я вижу, что в тот момент, когда она подписала контракт, сейчас будем еще смотреть детально, что ее вот Мгм. так, она вот подписывает, и ее так постепенно вот эти заглатывает черные энергии, и так хвать в какой-то момент, и как лягушка, вот так, знаешь, чуть-чуть, и хвать, и все, и моментально ее утащили, считывается как в презрение. То есть она потеряла славу.
Мгм. Понятно. То есть она потеряла славу живых существ, потому что как бы предала коны жизни и перешла в пространство презренных по конам Вселенной, то есть тех, кто не имеет права на жизнь. Ну, теперь понятно вся их карусель, как они Мгм. затягивают человека, чтобы обвинить, чтобы забрать у него жизнь. То есть они как бы предъявляют это как их типа право на то, что они имеют право на руководить жизнью человека. Сейчас я смотрю, еще раз вернулась в тот момент, когда вот эта Анна Ярославна с короной с такой, Мгм. она подписывает контракт. Она говорит, что отдает свое око а, какой-то вот показывает сюда, говорит хлеб Мгм. души. А что это хлеб души? Считывается милость, любовь. Вот эти гармония, высокие вибрации любви, гармонии, которые дают хлеб, это как тело. Мгм. Вот, как и говорят, тело Христово, да, то есть вот Мгм. тело, то есть она как бы отдает душу и тело, потому что там, где душа, в каком пространстве душа, там и жизнь человека, там и его будущее. Она говорит, что Ясно. она отреклась от святости, принесла дар дьяволу Мгм. и буквально показывает, как она вот снимает эту корону, и из головы у нее вот в эфирном плане, то есть черная энергия заходит, а вот это светящееся, вот этот ребенок, этот чистый разум, переходит туда. Мгм. И этот Люцифер одевает корону, то есть этот Ну, ребенок попал ему в голову, и он сверху такую черную корону, и вижу, как эта черная пирамида вот так начинает расти. мгм. Так. Мгм. Понятно. Ясно, Виктория. Вроде все понятно в контракте. Все ли мы посмотрели? Посмотри в этом контракте. Ну, почему-то появляется Макрон. Он возле террасы стоит. И Так. я вижу, он берет его лицо, вижу, и услышала его имя. И я вижу, он берет Татьяну под руку Мгм. и ведет к алтарю. Это что за событие, Виктория? И они тоже Ну, подписывают контракт. это отдельный Считывается контракт. передача власти, да. Мгм. Ясно, хорошо. Макрона пока эту ситуацию заморозь. Да. Вернись к Татьяне. Спроси у Татьяны, готова ли она расторгнуть этот контракт посвящения, развязать этот узел с Тарасом. Готова она? Да, она готова. И я вижу, она вот этот лепесток, сейчас она вытаскивает, и такие губы черные. В нашем сеансе вот эти поцелуи черные, помнишь, время от Мгм. времени появлялись? Да, да. Вот откуда ноги растут. Вот. И она вот это вытягивает изо рта. И вижу, она Мгм. вот так смотрит, вот этот контракт свой, она сверху лежит, вот это все, что она положила, свое видение, молчание, и вот так поднимает как бы под спот, то есть под а, скрытый контракт от интерферента, Мгм. и там появляется такой глаз светящийся, то есть считывается обозрение, вот как вокруг посмотреть, все понять, как такой сканер. Это осознание, обозрение, Мгм. осознание. Вот.
Так. И она вот так смотрит на это все, и сразу энергии такие, знаешь, как, ну, радостные такие, ну, прямо смех такой. Между прочим, в Мгм. эфирном пространстве очень много юмора, чтобы вы понимали. Там все очень так юморное, все. Ну, такое позитивное, с таким... И Мгм. вижу, как эти нити с ее рук просто развязываются. Она расторгает контракт. Мгм. Как она поступила на физическом плане? Пусть она покажет. Я вижу, она вот так взяла вот этот это Меч. меч и вот так его Мгм. свернула в трубочку. Мгм. И такой удар пошел, как на этого писаря. И она снимает вот так с плеча, сбрасывает этот плащ черный. И я вижу, как эта черная роза с ее Мгм. пространства отваливается и уходит в сектор интерферентов. А она вот там, где этот сидел на вершине этой пирамиды, как будто это такой торт. Вот он движется весь такой, как... И она прям чавкнула туда, жижу, туда руку свою протянула Так. и вытаскивает свою эфирную часть. И Мгм. вот этот ребенок, и я вижу, как он, как будто бы, знаешь, вот так взяли ребенка в такую простыню и к животу привязали, как искусственный. Ну или матери так носят детей в Африке. И ребенок так спит в этом таком полотенце длинном. Ну, и вот это Мгм. такое же, как будто бы это вот чистый разум, вот этот шар земной, и вот это все отваливается, и она вот этого ребенка, я вижу, которого она посадила там на половине пути, Мгм. он вот раз и повернулся к ней спиной, и она у него как снимает вот эти все черные, ну Чёрные почему-то оно энергии, идет которые... полотенце, да, вот эти Ага. энергии сзади черные все, и я вижу, как эти рожки и копытца с этого ребенка сошли, и он как ангел Мгм. поднимается, и у него так вот глаз черный, цокнул как-то вот так и отпал. И он Мгм. полетел вверх, и раз пространство закрылось. И вижу, она взяла вот так, написала, как стол у нее стоит, и она написала, Так, э, что она написала? она написала казнь. Говорит, казнь изменнику, Мгм. изменявшему историю. Ясно. И я вижу, как этого ченца, или ченец, или чернец, этот Ага. писарь, появилось такое черное окошко. Его как будто бы в тюрьму посадили. Понятно. И я вижу, как она вытаскивает этот глаз черный, который у нее вот здесь вот так вот, и достает вот из-под этого, как из-под сукна, которое лежит на столе, Мгм. свое естественное зрение, она говорит. И в этот момент она вспорхнула, как ангел, и полетела вверх. Отлично. Я ей передаю, чтобы она избавлялась от этих привязок, от этих зацепок. Ей нужно еще один сеанс сделать. У нее этот макрон проявляется постоянно. Они Мгм. все вместе связаны. Вот. Какой контракт они в этот момент подписывает Татьяна? Пусть Татьяна показывает, на что она согласилась. Я слышу слово «обоз». Уехать? Сейчас я посмотрю «обоз». Что это такое? Его интересовало вот это Наследство. наследство. Он ее боялся почему-то. Мгм.
спросил у Татьяны, чтобы она, Да, скажи она вот Татьяне, это. чтобы она полностью отсоединяла себя от всех энергий Тараса, вот этой фальсификации, баф мета тоже полностью очистит себя, заберет все свое, отдаст все чужое. Свое очистит и заберет. Я вижу, она вот так зубами не разорвала это. И вот так рукой хвать, там, где вот это она все свое положила, она забрала. И я вижу, как этот язык, это имплант такой, он остался там на этом столе, да то, что она получила этот контракт. И он так, как змея, как волна, поплыл в сектор магии. Ну теперь понятно. Все понятно. Это обет молчания, который Да, был. Хорошо. Пусть Татьяна восстанавливает все эти на физическом плане, энергетическом плане, все, что связано с этими энергиями было. Пусть восстановит согласно своей эфирной ДНК, настроит в совершенство и запрограммирует на выздоровление, на полное совершенство. да, я ей передаю, чтобы она выталкивала все чужеродные энергии, освобождалась от всех подключек, привязок, зацепок. Я вижу, она стоит в секторе миссии и вот так подхватила ребенок. Сейчас я читаю, говорю, чтобы она не принимала ничего чужеродного, чтобы она Мгм. вернула только то, что ей принадлежит. Она говорит, мой святой разум. Мгм. И он вот так как обволакивает ее. Хорошо. И вижу, как он возвращается к ней в голову. И она вот так забирает корону, Мгм. которая вся как в камнях и в жемчужинах. Она светящаяся. Она у этого Люцифера Так. забрала. И она, когда забрала эту корону, то эта корона у него, которая она почернела, черная была, она вот так раз и перевернулась вверх ногами. И пирамида вот так завернулась. Вот у нее эта петля была, а сейчас эта петля вернулась в антимир. Мгм. Отлично. Пусть она антимиру отдает карму, которая ему положена. Она пишет, повернута вот лицом к первоисточнику, в секторе миссии находится, пишет и бросает туда, как листы светящиеся. Сейчас я один ловлю и почитаю, Мгм. что там написано. Расторгает контракты одобрения. Мгм. Хорошо. Говорит, силы змея. Так, ну понятно, хорошо, Виктория. Так, продолжим тогда на следующем сеансе. Да. М, Я ей говорю, Хорошо. чтобы она сейчас полностью очистилась и восстановила целостность всех своих энергоструктур и здоровье ее физического тела, и чтобы оставалась в этом состоянии. Мгм. Делает это. Да. Мгм. Хорошо, Виктория. Все вместе втроем поднимаемся максимально вверх, Мгм. очищаем каждое свое пространство. Виктория, да. Потом отсоединись от всех и всего. Да. Все замороженные ситуации на аннигиляцию. Мгм. Все у тебя в порядке? Да, все хорошо. Хорошо, наполняемся жизнью, гармонией, света, любви. Я знала, что это будет расторжение контракта с Тарасом. Я думала, ну вот мы будем работать только с ним, потому что я прям чувствовала вот эту злобу, идущую на меня. Ну, это Тарас пошел на поводу у программ. И в психологии это понятно, что это такое. Это сопротивление, это внутренний саботаж. И нужно просто это преодолеть. То есть это преодолеть, и потом идет все как по маслу. И это всегда и со всеми случается одинаково. То есть
Ну, Никто здесь не святой, и мы все работаем над собой. конечно. То же самое, я себя помню, я тоже, как говорится, тоже всякое наделала, ты сама понимаешь, но это главное, внутреннее осознание ведет к своему очищению и к очищению других. И признание своих, почему, говорит, что надо как-то просить прощения у других, потому что, в общем-то, мы все совершаем, никто не без греха, мы здесь, наверное, на этой планете, мы физические люди, и у нас есть недостатки, надо над ними работать. Поэтому нам все показывается, что вот нет дороги к совершенству, то есть нет пределов к собственному совершенствованию. Вот так вот. То есть мы все люди, все человеки. То есть никто из нас не святой. Никто из нас первым святым не станет. Нет, конечно. Мы все, как говорится, мы пришли для того, чтобы помочь другим и помочь себе, потому что у кого больше силы, ну, одни шли снизу, другие шли сверху. Снизу шли те, которые уже как попали под раздачу, как говорится, по полной программе, и у которых уже был искаженный разум настолько, что они уже прогрессировать дальше не могут. То есть они постичь святое мировоззрение для них уже закрыто, вот этот чистый разум. То есть они уже действуют по принципу и мыслят по принципу вот этого вампира. То есть паразитический способ мышления. А те боги, которые на это все смотрели, они рассчитывали свои силы, они знали, что вот этот стержень, вот этот дух их, вот в любом шторме их выведет как маяк. Вот. И самое важное, вот не терять вот этот свет, вот этот маяк, вот эту главную цель, ради чего мы сюда пришли. Главное не зазвездиться, вот в чем дело. Мы Да, тут все, как говорится, и я говорю, никто не свят, и каждый может упасть. И одновременно главное, не главное, как ты говорила, упасть, а главное 100 раз подняться, да, там можно 100 раз упасть, но 101 раз подняться. И вперед, через тернии к звездам. Молодец, Виктория, спасибо. Слушайте, как хорошо с головой стало. Все, вот так уж. Все, вот сейчас я чувствую, все хорошо.